Ресторан Morning Light на Манхэттене сиял мягким светом, отражая блеск города за окнами. Джеймс Хантер, высокий мужчина с холодной собранностью, сидел у окна вместе со своей невестой Эми Уоллес и ее родителями. Вечер казался идеальным: легкий джаз, дорогие бокалы, вежливые улыбки. Никто не подозревал, что за фасадом ужина скрывалась ловушка. Эми улыбалась, не зная, что Джеймс уже давно не просто бизнесмен. Его фонд, о котором знала лишь она, был прикрытием для операций по разоблачению крупных финансовых махинаций. Сегодняшний ужин должен был быть всего лишь семейным знакомством, но он почувствовал тревогу еще до того, как все началось. Когда молодая официантка по имени Клэр поставила десерт, ее взгляд на мгновение задержался на нем. В этом взгляде было предупреждение, и через секунду Джеймс понял, что-то не так. Среди гостей он заметил двух мужчин в черных куртках, следивших за их столом. Началась паника. Свет моргнул, посуда звякнула, Клэр нарочно уронила поднос, чтобы отвлечь внимание. Этим она дала им шанс. Джеймс схватил Эми за руку, повел ее и родителей через кухню. За спиной слышались шаги, крики, короткие приказы в рацию. Они бежали сквозь шум и пар, пока не оказались в заднем коридоре. На пороге стояла Клэр. В ее глазах читалась решимость. Она открыла тяжелую дверь, ведущую в подземный ход. Там, в темноте, между бетонных стен, прозвучали ее последние слова: не просьба, а приказ: «Спасайтесь». Джеймс не знал, кто эти люди и почему они охотятся именно за ним, но понимал, это связано с прошлым. С его отцом, когда-то погибшим при странных обстоятельствах. Клэр знала больше, чем могла сказать, и осталась, чтобы выиграть для них время. Когда они вышли к Ист-Ривер, город уже тонул в дождевой дымке. Где-то за спиной прогремел взрыв, ресторан вспыхнул, как знак конца. Эми плакала, ее родители стояли рядом, не задавая больше вопросов. Джеймс смотрел на воду и знал, теперь все изменилось. Он больше не был филантропом в дорогом костюме. В ту ночь он стал охотником за правдой, за памятью отца, за девушкой, спасшей их, за правом дышать свободно. На горизонте зажигался новый рассвет, и Нью-Йорк, равнодушный и вечный, наблюдал, как один человек начинал свою войну в тени. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.